Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я научу вас, как приготовить настоящий яблочный штрудель по традиционному швейцарскому рецепту. И вот такая красота должна у нас будет получиться сегодня. Это очень вкусный, простой, быстрый, бюджетный, а главное полезный вариант. Я думаю, что этот рецепт порадует любую хозяюшку, ну или хозяина, такого как я. Для приготовления нам понадобятся, конечно же, яблоки, терка, чтобы их потереть, немного корицы в порошке, изюм, стакан воды, стакан сахара, яйцо, точнее яичный желток, посуда, ну и ножик, вилка, щеточка, линейка. Так, кстати, у кого есть линейка, пришлите мне, пожалуйста, по почте. В Швейцарии линейку уже не купить, а моя сломалась. А в Швейцарии уже все пользуются лазерными указками, какими-то компьютерами, голограммными вещами. В общем, в работе в булочной нужна обычная, простая 80-сантиметровая линейка. Так что, у кого есть такое добро, пожалуйста, мне пришлите, я буду вам очень благодарен. Конечно же, один из основных и главных ингредиентов – это слоеное тесто. Кто смотрит меня первый раз, то посмотрите, пожалуйста, мое видео вот здесь вот, в этой рамочке. Называется «Готовим слоеное тесто». Посмотрите, я наглядно, быстро и доступно показываю, как сделать тесто по старинному швейцарскому рецепту. Очень вкусное и полезное. Ну а тот, кто смотрит меня уже не первый раз и знает все секреты, которые я вам рассказал, давайте приступим. Для начала не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, потому что я знаю, вы еще не успели подписаться. Подпишитесь, потому что впереди вас ждет просто море полезных, интересных и вкуснейших рецептов. Итак, поехали! Для начала нам нужно порезать яблоки и убрать оттуда косточки. Если честно, когда я готовлю этот штрудель, то есть готовил раньше этот штрудель, я никогда не вытаскивал косточки и никогда не чистил яблоки. Потому что я считаю, что все полезные вещества находятся как раз таки в семенах растений, в семенах фруктов, и поэтому все овощи, фрукты нужно есть семечками. Но так как я делаю это не для себя, а для булочной, вот, клиентам не всем нравится, что попадаются косточки, поэтому косточки я обычно в последнее время убираю. Но если вы готовите для себя дома, для своих близких и родных, и чтобы не тратить время, вы косточки можете не вытаскивать. Ничего страшного с вами не случится. Так, ну все, яблочки мы порезали, теперь нам нужно их потереть на терке. Помните, ранее я сказал, что я яблоки не чищу? Я стараюсь их тереть так, чтобы шкорка оставалась у меня в руках, так что потом ее просто можно выкинуть. А не тратить время на лишнюю чистку. Но если чуть-чуть кожуры попадается, это ничего страшного. Если, конечно, у вас на кухне есть всякие комбайны или приспособления, которые вам помогут ускорить процесс, то, пожалуйста, пользуйтесь. Но я предпочитаю все-таки все делать вручную. Ты в это вкладываешь энергию, позитив. И потом вот такая выпечка, продукция становится еще в разы вкуснее. Ну все, яблочки мы потерли. 2,5 килограмма за 3 минуты. Объявляю конкурс. Кто сделает быстрее, тот получит конфеты «Пища богов» от меня лично. И теперь начинается мое самое любимое занятие. Мы теперь должны выжать весь сок из яблок. Посмотрите, сколько сока дают наши яблоки. Это моя самая любимая процедура. Сейчас мы отжимаем сок, выливаем его в стаканчик. Вот, все, что у нас получилось. Мы отжали всю влагу, это очень важно. И теперь у нас есть возможность выпить настоящий яблочный сок, сделанный своими руками. Ой, даже с мякотью. Вот поверьте мне, ни одна соковыжималка не сделает так вкусно. Проверьте сами.
и угостите своих близких. Следующий этап. В наши яблоки мы должны добавить изюм, сахар и корицу. Хочу сказать, что в Швейцарии одни сорта яблок, в России могут быть другие. В Швейцарии, например, вот такой только есть изюм. Если честно, ужасный. Изюм маленький, сухой, совершенно невкусный. И я примерно знаю, что на 2,5 килограмма яблок мне нужно 100 грамм изюма. Я его сюда высыпаю. 50 грамм сахара, не больше. Это для моих яблок. Сколько грамм нужно будет положить вам, ваш рецепт, вы, пожалуйста, смотрите сами, пробуйте. Чтобы было, ну, чтобы был сладковато-кисловатый такой привкус. Вот, и корица. Корицу вы можете купить у узбеков, у таджиков, которые на рынке торгуют, или в любом магазине. Сейчас они открывают свои лавочки. Тоже буквально вот горсточку, ну, щепотку, 5-7 грамм. Буквально. Это здесь традиционный рецепт именно с корицей идет. Кому-то корица вообще не нравится, но считается, что корица с яблоком это очень вкусно. Поэтому здесь вот такой рецепт. Но можете делать и без корицы. Добавить какую-то другую приправу. Можете ванильки добавить. Тоже очень вкусно с ванилью будет. Ванильный сахар. Теперь нашу массу нужно просто перемешать. Сейчас мы будем заниматься раскаткой слоеного теста. Наша масса еще пускай чуть-чуть постоит. Как раз мой дурацкий изюм сейчас наберется влагой. Вот, а сахар даст еще сока. Поэтому нам нужно, чтобы эта масса постояла, но пока мы будем раскатывать тесто. Берем наш кусочек слоеного теста, который есть у каждого из вас в холодильнике. Потому что, еще раз напомню, я вам уже показывал, как это делается. И вспоминаем, вот это у нас часть без ребер, это у нас часть с ребрами. Обязательно кладем слоеное тесто вот так и раскатываем вдоль ребер. Буквально чуть-чуть. Смысл в чем? Что если вы раскатываете в эту сторону, где нету ребер, тесто, оно не такое эластичное, ему сложнее будет растягиваться. Если вы растянете сначала вот его как бы в длину, то потом у вас получится очень красивое и длинное и тонкое тесто. Не стесняемся тесто присыпать немного мукой, чтобы оно у нас было, чтобы оно у нас не прилипало. И теперь раскатываем вдоль. Видите, в эту сторону, когда раскатываешь, оно уже сложнее раскатывается. Но нам нужно все равно и по ширине его тоже растянуть. И постоянно потом, когда оно у нас уже раскаталось, катаем его в длину, в ширину, в длину, в ширину. И стараемся делать прямоугольник. Или квадрат, ну что у вас получится. Ну все, у нас получилась вот такая красота. Больше катать не нужно, этого объема нам хватит для наших штруделей. Теперь лайфхак. Берем наше тесто и натягиваем его прям до угла стола. То есть здесь у нас получается ровная, как бы уже ровная сторона. Отмеряем теперь 14 сантиметров. То есть, по сути, нам нужно сделать сейчас квадрат. Все, ненужное лишнее тесто убираем. Из него потом будем делать шапочки. И у нас получились вот такие ровненькие квадратики. Это будет основа для наших яблочных штруделей. Ну все, теперь нашу массу яблочную нужно просто ложкой выложить на тесто. У меня получается где-то 1,5 ложки на одну заготовку из теста. Очень хорошо, просто замечательно, потому что у нас осталось еще 2 нетронутых кусочка теста. Мы их можем пальчиками вот так вот опять слепить. Теперь берем наш стаканчик, помыли его после сока. И вот таким образом делаем шапочки. Эти шапочки, крышечки мы протыкаем вилкой. Это нужно делать обязательно, потому что когда тесто будет подниматься, оно не так сильно будет распушаться и подниматься. Теперь берем поднос для духовки, выкладываем пергаментную бумагу, чтобы не было пригораний и лишних недоразумений. Берем яичко и
смазываем каждый краешек штруделя яичком. Теперь сворачиваем штрудель таким образом. Раз, как конвертик. 2, 3 и 4. Как вы поняли, яичко нужно для того, чтобы скрепить это все. 2, 3. Пальчиком придерживаем. 4. Еще раз. Раз, 2. Видите, нахлест идет. 3. Опять яичко держит. И 4. Опять нашу конструкцию держит яичко. И последний раз. Раз, 2, 3, 4. Таким образом наш штрудель никогда не распадется. Теперь перекладываем наши штрудели на поднос. Соблюдайте небольшое расстояние, потому что штрудели, слоеное тесто начнет подниматься. И теперь еще раз каждый штрудель мы смазываем желтком, яичком, для того, чтобы получить потом бронзовый оттенок. Смазали обильно желтком. И теперь нужно уложить шапочки сверху. И теперь крышечки еще раз смазываем желтком. Все, по сути, наши штрудели готовы. Для приготовления штруделей нам понадобится духовка, разогретая до 200, 210, 220 градусов. Вот сейчас у нас 220 градусов. Это очень хорошо. Значит, наше тесто хорошо поднимется, и у нас не будет никаких проблем. Отправляем штрудели в духовку. Ставим таймер на 20 минут и приступаем к следующей фазе. Во-первых, вы сейчас посмотрите, как я буду доделывать остальные яблочные штрудели, чтобы еще раз поучиться и закрепить материал. А во-вторых, нам нужно сделать еще один важный момент. Как вы помните, у нас из ингредиентов осталась вода и остался сахар. Что мы делаем? Мы берем сахар, насыпаем, ну где-то получается 50 грамм. Насыпаем 50 грамм сахара. На глазок тоже можете посмотреть консистенцию. И наливаем буквально каплю воды. Вот смотрите. Этого хватит. Буквально 5 грамм. Ну максимум 7 или 10 грамм это максимум. Теперь этот сахар с водой мы должны размешать интенсивно. Кристаллы сахара должны растаять. И должна получиться такая тягучая масса. Ну она называется, можно сказать, еще глазурь. Этой глазурью мы будем смазывать яблочные штрудели, когда они у нас выйдут из печки. Вот я чувствую, что мне чуть-чуть не хватает сахара. Вернее, я чувствую, что мне чуть-чуть не хватает водички. Я могу еще каплю добавить. Еще раз помешать. И вот сейчас получается почти что идеальная консистенция. Смотрите. Вот такая тянучая, но не жидкая. Главное, не жидкая глазурь. Теперь попробуем максимально еще раз варить сахар в воде и чуть-чуть еще помешать. Конечно, когда я делаю большие объемы, я это все взбиваю блендером. Это еще лучше. Блендер хорошо прям все перемалывает. Но я вам показываю, как это делать в домашних условиях, чтобы вам было проще. У кого-то есть блендер, у кого-то нету. Поэтому все делайте пока руками, научитесь так, а потом уже начнете добавлять всякие машинки. Ну вот смотрите, сейчас сахар прекрасный. Наша глазурь идеальная. Все, пока мы ее оставляем и доделываем наши яблочные штрудели. Друзья, ну смотрите, с 2,5 килограммов яблок у нас получился пол-литра шикарного яблочного сока, который дал нам много удовольствия. И получается 3, 8, 4 в печке, 12 яблочных штруделей. Вот 4 штучки мы выпекли сразу, покушать, да, сейчас там семью угостить. А остальные можно заморозить. Слоеное тесто прекрасно поддается заморозке, а также начинка из яблок тоже можно замораживать 2, 3, 4 месяца, 6 месяцев. То есть вы сделали себе заготовочку
И хоть каждый день можете по 2 штуки доставать, разогревать в печке. Также будет подниматься слои, также распушаться слоеного теста. Так что это супер находка. Ну что, у нас остается меньше 30 секунд. Я предлагаю достать наши штрудели, посмотреть, в каком они состоянии. Смотрите, в принципе, сверху кажется, что они уже готовые. Но на самом деле, наверное, это не так. Если взять вилочку и приподнять один из штруделей, мы можем заметить, что тесто еще недостаточно пропеклось. Видите, сок еще выходит. Поэтому нужно поставить еще, ну, например, на 5 минут. Сейчас мы поставим таймер. И через 5 минут, я думаю, что у нас уже все будет готово. Но снаружи кажется, что они уже пропеклись. Но слоеное тесто еще не полностью готово. Ну все, у нас остается каких-то 10 секунд. Я думаю, можно уже потихонечку доставать все из печки. И смотреть, что у нас получилось. Ну вот сейчас получилось отлично. Быстренько проверяем, что у нас внизу. Вот видите, сейчас у нас все пропеклось. Даже яблоко начало уже чуть-чуть карамелизироваться. Теперь, пока наши штрудели еще горячие из печки, мы должны смазать их нашей глазурью. Таким образом, сахар карамелизируется на горячих штруделях. Делайте все очень быстро. И благодаря тому, что у нас на штруделях сахар очень липкий, мы можем украшать любым декором. Например, по швейцарскому стандартному рецепту украшается обычно хлопьями миндаля. И на глазури потом прекрасно все держится. Также можно по желанию украсить сахарной пудрой. В общем, тут вы уже сами смотрите, будете украшать миндалем, орешками, сахарной пудрой. Ну, традиционный рецепт — это миндальные хлопья. Ну, сахарная пудра тоже неплохо смотрится. Мы все-таки для своих клиентов сделаем с сахарной глазурью и украсим хлопьями миндаля. А то швейцарцы очень консервативный народ, и они могут просто не понять, что такое сахарная пудра. Теперь берем красивый поднос, укладываем наши штрудели. А теперь эта красота отправляется на витрину нашего магазинчика. Так что, друзья, сегодня вы узнали настоящий рецепт швейцарского штруделя по старинному рецепту. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, делайте репост этого видео, делитесь им в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, прекрасной готовки, очень много новых рецептов. Всем пока-пока и удачи! Не забывайте подписываться на Инстаграм. Всем пока!